Его имя Омар Хайям. Для одних он поэт вина и любви, для других мудрец и философ, для третьих великий ученый, математик и астроном. Его четверостишье «Рубаи» читают миллионы людей по всему миру. Они переведены на десятки языков, цитируются в книгах и фильмах, украшают стены кафе и университетов. Но кем он был на самом деле? Мистиком или скептиком? Верующим или атеистом? Весельчаком, воспевавшим вино? Или строгим ученым, расставившим движение звезд? Хайям – одна из самых загадочных фигур мировой истории. Он жил в IX-XII веках в Персии, в городе Нишапур. Это была эпоха великих перемен. Персия входила в состав Сельджукской империи, где переплетались богатство и война, наука и фанатизм, великолепие дворцов и опасность политических интриг. В этой атмосфере родился человек, который стал символом вечных вопросов. Что такое жизнь? Зачем мы живем? Есть ли судьба? И стоит ли искать ее в книгах священных или в бокале вина? Для ученых Востока Омар Хайям был прежде всего математиком и астрономом. Он писал трактаты по алгебре, геометрии, реформировал календарь, создал один из самых точных способов измерения времени, которым человечество пользовалось веками. Но народ помнил его иначе. В песнях и легендах он предстает поэтом, который смеялся над ханжами и религиозными догмами, призывал наслаждаться жизнью, пока она коротка. Эта двойственность – ученый и поэт, аскет и весельчак, скептик и мистик – делает его личность особенно притягательной. Чтобы понять Хайяма, нужно вернуться в его эпоху, XI век. Восток переживает золотой век науки. В Багдаде работает Дом мудрости, огромная библиотека и центр переводов, где сохраняются и изучаются труды греческих философов. В Хорасане, в Самарканде и Исфахане строится медресе, где учат философии, математике, медицине. Но это также и век религиозных споров. Философов обвиняют в ереси, суфиев – в колдовстве, ученых – в излишнем вольнодумстве. Мир науки и мир догмы сосуществуют рядом, постоянно сталкиваясь. Омар Хайям стал зеркалом своего времени. С одной стороны – строгая наука, цифры, формулы, астрономические наблюдения. С другой – Рубаи, где он с иронией смотрит на жизнь и смерть, бросает вызов судьбе и религиозным догмам. Он не был революционером в прямом смысле. Он не поднимал восстаний, не писал манифестов, но его стихи стали вызовом более сильным, чем любое оружие, потому что они обращались прямо к душе человека, заставляли задуматься и усомниться. В каждом Рубаи вечные вопросы. Зачем я пришел в этот мир? Что ждет меня после смерти? Почему счастье так коротко? И стоит ли бояться завтра, если сегодня в моих руках бокал вина и улыбка друга? Эти вопросы остаются актуальными и сегодня, спустя почти 1000 лет. Омар Хайям жил почти 9 веков назад. До нас дошли лишь обрывки сведений о его жизни, книги, летописи, воспоминания учеников и противников. Многое потеряно, многое обросло мифами, поэтому его образ раздвоился. Хайям ученый,
строгий математик, реформатор календаря. И Хайям поэт, скептик, философ, насмешник. Где заканчивается реальность и начинается легенда? На этот вопрос не смогут ответить даже современные историки. Но именно эта тайна делает его фигуру вечной. Почему мы до сих пор читаем его стихи? Почему имя персидского ученого XI века стало известно во всех уголках планеты? Потому что в них универсальность. Потому что в них голос человека, который жил 1000 лет назад, но думал о том же, о чем думаем мы. Он задавал вопросы, которые не стареют, о счастье, любви, смерти, смысле. Именно поэтому Омар Хайям остается нашим современником. Чтобы понять, кем был Хайям, мы отправимся в его время. Мы пройдем путь от шумных улиц Нишапура до обсерваторий Исфахана, от тишины библиотек до шумных пиршеств. Мы услышим его голос в Рубаи и попробуем заглянуть в его душу. Это не будет легкое путешествие, потому что Хайям не дает готовых ответов. Он лишь ставит вопросы. А искать ответы придется нам самим. 1048 год, Персия. В городе Нишапур рождается мальчик, которому предстоит стать одним из самых известных мыслителей Востока и Запада. Его имя – Гияс ад-Дин Абуль-Фатх Омар ибн Ибрахим Хайям, Нишапури. Мир запомнит его просто, как Омара Хайяма. Нишапур – сердце Хорасана. Нишапур был не просто городом, это был центр Хорасана, области, где пересекались торговые пути, караваны и культуры. На улицах звучала арабская, персидская, тюркская речь. В лавках продавали пряности из Индии, ткани из Китая, стекло из Сирии. Это был настоящий перекресток цивилизаций. Здесь находились медресе, библиотеки, мастерские ученых. Нишапур славился своими поэтами, философами, врачами. Родиться в таком месте значит с детства дышать воздухом знаний и культуры. О семье Хайяма известно немного. Его отец, Ибрахим, был ремесленником. Есть версия, что он занимался изготовлением шатров. Отсюда и прозвище Хайям – палаточник. Это не был аристократический род, но это была семья уважаемая, обеспеченная, которая могла дать сыну образование. Мать – женщина, о которой почти ничего не сохранилось в источниках. Но можно представить, что именно она воспитывала будущего мудреца в первые годы, прививая ему любовь к книгам и учебе. Каким рос маленький Омар? Он видел вокруг богатый, шумный город. На базарах торговцы спорили о цене ковров и шелка. У ворот медресе юноши обсуждали Коран и труды Аристотеля. В мастерских ремесленники создавали прекрасные изделия. Мальчик рос в мире, где наука и религия, торговля и поэзия, ремесло и философия были частью повседневной жизни. С ранних лет у него проявилась любознательность. Он задавал вопросы обо всем. Почему движется солнце? Что такое звезды? Зачем люди молятся? Почему время идет вперед? Эти вопросы позже станут сутью его философии. Как и все дети из образованных семей, Омар рано пошел учиться в медресе. Там он изучал Коран и хадисы, арабский язык, каллиграфию, основы математики, астрономию, логику. Учителя быстро заметили его способности. Он легко запоминал тексты, но не просто заучивал, он спрашивал почему. В мире, где от ученика ждали покорности,
Он проявлял самостоятельность, и это выделяло его. Нишапур XI века был местом, где рядом существовали разные традиции. С одной стороны, исламское богословие, строгие имамы, учившие послушанию. С другой – суфийские мистики, которые говорили о Боге, как о любви и внутреннем пути. С третьей – философы, которые изучали труды греков и спорили о природе мира. Юный Хайям впитывал все это. Его душа балансировала между верой и сомнением, мистикой и рациональностью. Позже это отразится в его рубаи. То он звучит как верующий суфий, то как дерзкий скептик. Поздние биографы приписывают Хайяму и чудесные истории о детстве. Говорят, что он с малых лет поражал взрослых вопросами о времени и вечности, что он сидел часами и наблюдал за тенями, падающими от башни, и пытался понять ход солнца, что он смог повторить любую услышанную фразу, но всегда добавлял свое рассуждение. Правда это или нет, сказать трудно. Но ясно одно – он рос ребенком, у которого была жажда познания и смелость мыслить самостоятельно. Важно помнить, что Омар рос в непростое время. Сельджуки только начинали укреплять свою власть. В Хорасане то и дело вспыхивали волнения. Город мог жить в богатстве, а через год страдать от войн или налогов. Для мальчика это было уроком. Ничто в мире не вечно. Счастье и богатство приходят и уходят. Эта мысль потом прозвучит в его поэзии. Не доверяй богатству. Оно уходит, как вода в песок. Не надейся на власть. Она рушится быстрее, чем башни из песка. Говорят, что уже в детстве он проявлял склонность к математике. Ему нравилось складывать числа, рисовать фигуры. Однажды учитель показал ему задачу на деление. Омар не только решил ее, но и придумал другой способ решения. Учитель сказал: «Этот мальчик не просто ученик, он станет учителем для учителей». С того момента за ним закрепилась репутация необычайно одаренного юноши. Можно сказать, что детство в Нишапуре предопределило судьбу Хайяма. Он родился в городе, где ценили знания и поэзию. Он вырос в семье, которая могла дать ему образование. Он с детства видел богатство и бедность, религию и философию, торговлю и мистику. Все эти элементы позже сольются в его личности – ученого, поэта и философа. Его детство – это первый камень в фундаменте великого здания, которое человечество будет созерцать века. Юный Омар рос, и его талант становился все более очевидным. Настало время, когда он покинул стены начальной школы и отправился учиться дальше, в великие медресе, где преподавали лучшие умы Востока. Там он встретит своих наставников, друзей и соперников. Там начнется путь ученого, который сделает его знаменитым. Юный Омар Хайям вырос в Нишапуре, но его путь к великому ученому и поэту начинался в стенах медресе, школ, где преподавали не только религию, но и науки. Именно здесь он встретил первых наставников. Именно здесь его ум засиял особым светом. Учеба в медресе была трудной, но именно она превратила любознательного мальчика в мыслителя, имя которого переживет века. Медресе XI века были не просто школами, это были центры знаний. В них изучали религиозные дисциплины, Коран, хадисы, право, богословие, языки арабский и персидский, логику и философию, астрономию, математику, медицину. Ученики сидели на коврах вокруг учителя, слушали лекции, задавали вопросы. Учеба строилась на диалоге.
Для Хаяма это был мир открытий. Здесь он впервые встретился с трудами греческих мыслителей – Аристотеля, Эвклида, Платона, которые были переведены на арабский язык. История сохранила имена нескольких наставников Хаяма. Один из них – имам Муффазаль, учивший его Корану и толкованию хадисов. Другой – ученый по математике и астрономии Баха ад-Дин. Говорят, именно он заметил особый талант юного Омара к числам и звездам. Учителя говорили, этот юноша задает слишком много вопросов. Но именно в этих вопросах проявлялся будущий философ. Нишапур и весь Хорасан были частью культурного пространства, которое историки называют «золотым веком ислама». В Багдаде в IX веке был создан Дом мудрости, библиотека, где переводили труды античных философов. Эти книги распространялись по всему Востоку. В медресе Омара обсуждали не только религиозные тексты, но и идеи Платона, Эвклида, Гиппократа. Это создавало особую атмосферу. Восток XI века жил на стыке веры и разума, и именно здесь молодой Хайям учился мыслить свободно. С ранних лет Омар проявил особую склонность к математике. Он легко понимал геометрические задачи, любил работать с абстрактными числами. Его тетради были заполнены рисунками треугольников, окружностей, формул. Говорят, что однажды учитель дал задачу, которую никто не мог решить. Омар поднялся и предложил решение, построив его на собственных рассуждениях. Учитель сказал, этот юноша однажды превзойдет нас всех. Математика стала для него не просто наукой, а способом видеть порядок в мире. Но Хайям интересовался не только числами. В медресе он познакомился с трудами философов. Его восхищал Аристотель с его логикой и рассуждениями о природе. Он изучал Платона и его учения о мире идей. Он читал труды мусульманских мыслителей Аль-Фараби, Ибн Сины, Авиценны, которые соединяли философию с медициной и богословием. Философия открыла ему новый горизонт – мыслить о вечности, о душе, о смысле жизни. Но чем больше он читал, тем больше у него возникало вопросов. Учителя учили, истина открыта в Коране, а философы говорили, истину можно познать разумом. Молодой Омар оказался между двумя мирами. И именно это напряжение между верой и сомнением станет главным мотивом его поэзии. В Рубаи он позже напишет: «Ученые спорят, а я пью вино. Они ищут истину в книгах, а я в сердце. Кто прав из нас? Пусть решит сама вечность». В медресе у Хайяма появилось много друзей. Среди них были такие же юноши, как он, жаждущие знаний. Один из них – Низам аль-Мульк, будущий визирь Сельджукской империи. Другой – Хасан ибн Сабах, который позже станет лидером знаменитой секты ассасинов. Трое юношей – Омар, Низам и Хасан – заключили дружеский союз. Они поклялись, если кто-то из них достигнет власти, он поможет другим. Эта клятва сыграет важную роль в жизни Хайяма. Омар был человеком дисциплины. Он вставал рано, молился, потом занимался наукой. Днем лекции и споры, вечером чтение и размышления. Он отличался тем, что не принимал знания на веру, он требовал доказательств. Именно поэтому математика и астрономия были ему ближе всего. Здесь можно было опираться на числа, а не только на слова. Уже в юности Хайям написал несколько небольших трактатов по арифметике и геометрии. Они не сохранились, но упоминания о них дошли до нас. Учителя говорили, этот юноша однажды внесет новый порядок в науку. Их слова оказались пророческими. Через несколько лет он создаст календарь,
которое будет точнее европейского григорианского. К 20 годам Хайям стал известен как талантливый ученый и философ. К нему обращались за советом, его приглашали читать лекции. Но впереди его ждали великие испытания. Он будет создавать обсерватории, писать книги по алгебре, спорить с богословами и сочинять стихи, которые переживут века. Так закончился этап юности. Из любопытного мальчика он превратился в ученого, готового к самостоятельной жизни. Впереди у него были великие открытия и великие сомнения. Если бы Омар Хайям оставил после себя только стихи, его имя все равно жило бы века. Но он был не только поэтом, он был ученым, чьи открытия опередили свое время на столетия. Математика, астрономия, календарь – это все стало частью его наследия. Хайям вошел в историю как один из величайших ученых Золотого века Востока. В XI веке математика уже переживала свой расцвет. Арабы и персы перевели труды греков Эвклида, Архимеда, Аполлония. Но Хайям пошел дальше. Его главный труд «Трактат о доказательствах задач алгебры». В нем он систематизировал решения квадратных и кубических уравнений. Он первый предложил рассматривать решения уравнений не только как числа, но и как геометрические объекты. Например, кубические уравнения он решал с помощью пересечения конических сечений, параболы и окружности. Это был шаг, предвосхитивший аналитическую геометрию, которую в Европе разработают только через 600 лет – Декарт и Ферма. Хайям также занимался теорией чисел. Он исследовал биноминальные разложения и коэффициенты, которые позже назовут треугольником Паскаля. Но еще до Паскаля и Ньютона он рассматривал биноминальные коэффициенты и их свойства. Для него это было не просто упражнение в арифметике. Он видел в числах ключ к устройству мира. Хайям много писал о началах Эвклида. Его особенно интересовал знаменитый пятый постулат о параллельных линиях. Он пытался доказать его из других аксиом. Это были первые шаги в сторону неевклидовой геометрии, которая возникнет только в XIX веке. Таким образом, в трудах Хайяма мы видим пророческие идеи, которые опередили свое время на сотни лет. Но математика была лишь частью его научной деятельности. Главной страстью Хайяма была астрономия. Небо для него было не только объектом восхищения, но и задачей для расчетов. В Исфахане по приказу султана Малик-Шаха была построена огромная обсерватория. Ее возглавил Омар Хайям. Здесь он с коллегами вел наблюдения за движением звезд и планет, составлял таблицы, сверял расчеты. Цель была грандиозная – создать новый календарь, который будет точнее всех предыдущих. Календарь – это не просто числа. Это основа жизни, общества. От него зависят праздники, налоги, земледелие. Старые календари постепенно отставляли от реального движения Солнца. Ошибка накапливалась, и со временем праздники начинали уплывать от сезонов. Хайям и его коллеги создали новый солнечный календарь, который назвали Джалали, в честь султана Джалал ад-Дина Мелик-Шаха. Этот календарь оказался настолько точным, что он превосходил даже юлианский календарь Европы, а по точности был сопоставим с григорианским, введенным спустя 5 веков. Отклонение составляло всего 1 день за 5000 лет. Для IX века это было чудо науки. В эту эпоху астрономия и астрология существовали рядом. Ученые вычисляли движение планет, но многие верили, что звезды влияют на судьбу людей. Омар Хайям был осторожен в этом вопросе. Он умел составлять гороскопы, но относился к ним скептически. В его рубаи чувствуется, он верил в числа и законы природы,
но сомневался в предопределении судьбы. Звезды кружатся в танце, но кто сказал, что их движение решает мою жизнь? Я сам хозяин своих шагов, а звезды пусть сияют для красоты. Работы Хаяма принесли ему славу. Он был признан одним из лучших математиков и астрономов Востока. Его приглашали в разные города, предлагали должности, но он предпочитал оставаться независимым. Он служил науке, а не власти. Даже когда работал при султане, он сохранял внутреннюю свободу. Важно помнить, Хайям был одновременно и ученым, и поэтом. Днем он рассчитывал орбиты планет и создавал таблицы, а вечером в саду с чашей вина он сочинял четверостишье. Эта двойственность поражает, но именно она делает его личность уникальной. Он соединил точность науки и свободу поэзии. Труды Омара Хайяма оказали огромное влияние на последующие поколения. В средние века его книги переводили в арабском и персидском мире. Позже они дошли до Европы, где стали частью традиции, из которой вырастет европейская математика. Сегодня его имя стоит рядом с именами Эвклида, Архимеда, Паскаля. И хотя для широкой публики он прежде всего поэт, для историков науки он один из великих математиков Средневековья. Но что удивительно, человек, который создал точнейшие формулы и таблицы, в своих стихах говорил о хаосе и случайности жизни. Ученый видел порядок в звездах, а поэт – беспорядок в судьбе человека. Именно эта противоречивость сделала его философию такой живой. Если днем Омар Хайям был ученым, то ночью он становился поэтом. Его инструментом были не только числа и формулы, но и слово. Он оставил после себя сотни четверостишей, рубаи, в которых соединились мудрость, ирония и вечные вопросы человечества. Форма рубаи существовала до Хайяма. Это короткое стихотворение в 4 строки, где первые 2 и последние стихи рифмуются, а третьи свободны. Но именно Омар сделал рубаи великим жанром. Он превратил короткие четверостишья в философские афоризмы, в орудие мысли. В 4 строках он умел вместить всю вселенную, радость и боль, сомнение и веру, мудрость и иронию. Главные темы Хайяма можно свести к нескольким: быстротечность жизни, бессмысленность гордыни и богатства, радость мгновения, вино как символ свободы, скепсис к догмам, поиск смысла и гармонии. Он говорил простыми словами, но за ними стояла глубокая философия. В рубаи Омар Хайяма часто напоминает: жизнь коротка, и нужно ценить каждый миг. Смотри, весна, ликует сад и роза. Не жди награды в мире грез и грез. Что есть у нас? Лишь миг, что светит ярко. Лови его, и будет он всерьез. Эти слова звучат как гимн настоящему моменту. Он не призывает к распутству, но говорит: не теряй жизнь в ожидании, живи сейчас. Особое место в его стихах занимает вино. Для Хайяма вино – это не просто напиток. Это символ свободы, радости, мудрости. Когда он пишет о чаше вина, он говорит о человеческой способности наслаждаться жизнью, освобождаться от страха и догм. Пусть ханжи молятся в мечети, а я вино предпочту имамам. В бокале больше истины бывает, чем в проповедях под минаретами. Эти строки звучали дерзко для его времени, но именно поэтому они пережили века. Хайям жил в мире, где религия играла огромную роль, но он не боялся задавать вопросы. В его рубаи часто слышится скепсис к религиозным догмам и обещаниям загробной жизни. Где рай и ад? Кто видел их хоть раз? И кто вернулся, чтобы сказать о нас?
Мы путники, и в путь наш дано только «Живи сейчас». Другого нету сейчас. Эти строки могли стоить ему жизни, но они сделали его поэзию вечной. Для Хаяма вино – это философский символ. Оно указывает на истину, которую нельзя выразить словами. Пьяный человек свободен от страха, от условностей, от ложных авторитетов. В этом смысле вино у Хаяма близко к суфийской символике. У суфиев вино означало божественную любовь и экстаз. Так Хаяма оказался на грани между мистикой и скепсисом. В его стихах есть ирония и легкий смех. «Смотри, весна, и роза зацвела, а жизнь твоя, как роза, так мала. Пока ты споришь о душе и небе, весна уйдет, и молодость прошла». Эта ирония делает его стихи близкими каждому. Он не говорит свысока, он говорит как друг, сидящий рядом за чашей вина. Рубаи Хаяма быстро стали народными. Их переписывали, читали на базарах, на пирах, в садах. Для простого человека они были понятней, чем длинные философские трактаты. Каждый мог услышать в них свою правду. Кто-то радость, кто-то скепсис, кто-то мудрость. Именно поэтому рубаи стали жить своей жизнью, иногда даже отдельно от имени Хаяма. Стиль Хаяма прост и ясен. Он не использует сложные метафоры. Он говорит прямо, коротко, афористично. Каждое четверостишье как удар. Оно легко запоминается, потому что несет законченную мысль. И именно поэтому его рубаи пережили 1000 лет. Удивительно, тот же человек, который днем считал звезды и решал уравнения, ночью писал о бренности жизни и радости вина. В этом контрасте вся тайна Хаяма. Ученый искал порядок во Вселенной. Поэт видел хаос в человеческой судьбе. И оба голоса соединились в одном человеке. Рубаи Амара Хаяма распространились далеко за пределами Персии. Их читали на Востоке, а через века они дошли до Европы. В XIX веке перевод Эдварда Фицджеральда сделал Хаяма знаменитым на Западе. С тех пор его рубаи стали частью мировой литературы. Но его стихи были не только гимном радости, они были вызовом. В них слышится сомнение, скепсис, даже вызов богословам и ханжам. Амар Хайям вошел в историю не только как ученый и поэт, он был философом и скептиком, человеком, который не боялся сомневаться и задавать вопросы. В эпоху, когда догма господствовала над разумом, он говорил: «Я ищу истину не в книгах, а в сердце. Я не знаю, что ждет меня после смерти, но знаю, я живу здесь и сейчас». Эти слова делали его одновременно и мудрецом, и опасным еретиком в глазах современников. Чтобы понять смелость Хаяма, нужно представить его эпоху. XI век. Сельджукская империя. Огромная держава, где ислам был не только верой, но и основой политики. Богословы и улемы имели власть почти равную визирям. Еретиков и вольнодумцев могли наказать изгнанием, а иногда и смертью. Но вместе с этим жила и другая традиция – философия, наука, суфизм. Амар Хайям оказался на пересечении этих миров. Хайям не отрицал существование Бога, но он сомневался в том, что человек может точно знать его замысел. Много слышал я проповедей и споров, но ни один не принес мне ясного слова. Все они уверяют: я знаю истину. Но истина молчит, и ее не видно слова. Для богословов такие слова звучали как дерзость. Для людей свободных они были глотком воздуха. Особенно резко Хайям выступал против ханжей, людей, которые прикрывались религией ради власти и выгоды. Не верь тому, кто бьет челом в мечети.
а после считает прибыль в лавке. В его молитве нет ни капли веры, лишь жажда власти в набожной оправке. Эти строки были опасны. В обществе, где имамы и улемы имели огромную силу, такие намеки могли стоить жизни. Но народ любил эти стихи, потому что они обличали лицемерие сильных. С властью у Хайяма тоже были сложные отношения. С одной стороны, он работал при дворе султана Малик-Шаха, руководил обсерваторией, участвовал в реформе календаря. С другой, он не стремился к политической карьере, избегал должностей, которые могли связать его с дворцовыми интригами. Он понимал, власть мимолетна. В его рубаи часто звучит мысль, что цари и нищие одинаково умирают и уходят в землю. Где цари, что владели миром? Где мудрецы, что спорили веками? Все они спят в той же пыли, что нищие под стенами. Хайям размышлял о судьбе. Он видел, многое в жизни человека не зависит от него. Богатство, болезни, смерть. Но он не соглашался с идеей предопределения. Для него человек был свободен в своем выборе. Пусть пишут звезды судьбу мою на небе, но руку к перу поднимаю я сам. Не верю я в то, что все предрешено. Я сам пишу свой удел, строка за строкой. Эта вера в свободу делала его философию современной даже сегодня. Некоторые исследователи считают Хайяма суфием. У суфиев вино, чаша, возлюбленная – это символы божественной любви и мистического опыта. И действительно, в его рубаи можно услышать этот оттенок. Вино не грех, вино – ключ к тайне мира. В нем радость сердца и свет разума. Кто понял вкус вина, тот понял и истину, и стал ближе к Богу, чем в молитве ханжей. Но в отличие от классических суфиев, Хайям не стремился к аскезе. Он искал гармонию между наслаждением и мудростью. Главная черта философии Хайяма – сомнение. Он не давал готовых ответов, а задавал вопросы. Что будет после смерти? Никто не сказал. Кто видел ад? Кто видел рай? Никто. Я знаю лишь одно – я живу здесь, и потому люблю этот миг, пока он мой. Для одних это был скепсис, для других – мудрость, которая честнее любой догмы. Современники по-разному относились к Хайяму. Для богословов он был опасным скептиком, почти еретиком. Для ученых – блестящим математиком и астрономом. Для простого народа – поэтом, который говорил простым языком о сложных вещах. Его образ раздвоился. Одни считали его святым, другие – безбожником. И эта действительность сохраняется до сих пор. Несмотря на дерзость стихов, Хайям был осторожен. Он редко вступал в открытые конфликты. Когда его обвиняли в вольнодумстве, он мог цитировать Коран и защищаться как ученый. Эта мудрая тактика позволила ему избежать судьбы многих других философов, которые постигли гонения. Но его стихи продолжали жить, и в них звучал голос свободы. Таков был Хайям-философ, сомневающийся, ищущий, задающий вопросы. Он не боялся обличать ханжей и смеяться над властью. И в то же время он оставался осторожным, чтобы сохранить жизнь и продолжить работу. Каждого великого человека сопровождают легенды. И чем ярче его личность, тем больше историй складывают о нем. Омар Хайям не был исключением. Ученый, поэт, философ. Он казался своим современникам человеком необычным. И люди придумывали о нем истории, которые передавались из уст в уста, обрастали подробностями, превращались в притчи. Эти легенды не всегда историческая правда, но в них дух Хайяма, его образ в народной памяти. Легенда о клятве 3 друзей. Одна из самых известных легенд
История о клятве 3 юношей – Омара Хайяма, Низама Аль-Мулька и Хасана ибн Сабаха. Говорят, когда они учились вместе в юности, они поклялись, если кто-то из них достигнет власти, он поможет другим. Прошли годы. Низам Аль-Мульк стал визирем при султане. Хасан ибн Сабах – лидером секты ассасинов, а Хайям – великим ученым. Легенда утверждает, Низам сдержал свое слово и предложил друзьям высокие должности. Хасан согласился, но потом предал визиря. А Хайям отказался от власти и попросил лишь уголок для науки и небольшое содержание, чтобы спокойно заниматься астрономией и поэзией. Эта история показывает, он был чужд политики, предпочитая мир, чисел и книг. Другая легенда о мудрости перед султаном. Рассказывали, что однажды султан спросил Хайяма: «Скажи, ученый, что есть истина?» Омар улыбнулся и ответил: «Истина – это то, что ты не можешь изменить». Султан нахмурился: «А разве я, владыка мира, не могу изменить все?» «Нет», – ответил Хайям, – «ты можешь казнить человека, но не можешь отменить смерть. Ты можешь разрушить город, но не можешь отменить время. Ты можешь приказать строить дворцы, но не можешь приказать солнцу встать с запада». Султан замолчал и больше никогда не спорил с Хайямом о философии. Легенда о вине и ханжах. Многие легенды связаны с его любовью к вину. Говорят, что однажды ханжи застали его в саду с чашей. Они обвинили его в грехе и повели к судье. Судья спросил: «Омар, зачем ты пьешь вино?» Хайям спокойно ответил: «Я пью вино, чтобы не быть такими, как вы». Толпа засмеялась. Судья понял намек и отпустил его. Есть и легенда о его смерти и могиле. Омар сказал ученикам: «Когда я умру, похороните меня там, где каждую весну ветер будет осыпать мою могилу цветами». Так и случилось. Его похоронили в Нишапуре, и каждую весну сад вокруг его могилы зацветает, и лепестки падают на надгробие. Эта легенда сделала его образ еще более поэтичным. Легенда о споре с богословом. Однажды богослов начал спорить с Хайямом: «Ты пишешь стихи о вине и радости, но это грех». Хайям ответил: «Грех – это ложь, грех – это обман, а вино – это честно. Оно не притворяется, оно сразу открывает, что оно есть». Богослов не нашелся, что ответить. И люди сказали: «Слово Хайяма мудрее 1000 проповедей». Легенда о времени. Еще одна легенда рассказывает, как Хайяма спросили: «Что самое дорогое в мире?» Он ответил: «Время». «А что самое дешевое?» «Тоже время. Потому что люди тратят его, как будто оно бесконечно». Эти слова стали афоризмом, который приписывают Хайяму до сих пор. В легендах Хайям предстает не только ученым и поэтом, но и человеком остроумным, ироничным, мудрым. Он смеется над ханжами, спорит с богословами, учит царей и султанов. Народ любил эти истории, потому что в них мудрец говорил правду, которую многие боялись сказать вслух. Историки спорят, насколько эти легенды достоверны. Может быть, они придуманы позже, когда его стихи стали уже популярными. Может быть, их приписали Хайяму, чтобы сделать его образ еще ярче. Но для нас важно не это. Важно то, что в этих легендах сохранился дух Хайяма, свободного, смелого, мудрого человека. Как же влияют эти легенды? Легенды помогли Хайяму стать народным героем. Если его научные труды были доступны лишь ученым,
то истории и рубаи понимали все. Они переходили из уст в уста, становились пословицами. Именно благодаря легендам его имя не забыли, даже когда книги могли быть утеряны. Великие люди часто уходят из жизни так же, как и жили. Омар Хайям прожил долгую жизнь ученого, поэта и философа. И его последние годы стали итогом всего пути, временем уединения, размышлений и мудрости. После смерти султана Малик-Шаха и его визиря Низами Аль-Мулька политическая обстановка в Персии изменилась. Начались смуты, борьба за власть. Обсерватория в Исфахане была закрыта, и Хайям потерял покровителей. Он вернулся в Нишапур, город, где родился. Здесь он жил последние десятилетия, вдали от придворной суеты. Он больше не стремился к славе. Он писал книги, размышлял, беседовал с учениками и сочинял рубаи. В эти годы он завершает свои математические работы, пишет трактаты по философии. Он все больше задумывается о смысле жизни, о смерти, о душе. В одном из рубаи он написал: «Не знаю я, что ждет меня потом, когда уйду за этот небосклон. Но знаю я, жил я честно и свободно, и этим мир мой сердцу оправдан». Эти строки звучат как завещание. Современники описывали его стариком с ясными глазами и спокойным лицом. Он жил скромно, много времени проводил в садах и библиотеках. Он любил беседовать с молодыми людьми, отвечал на их вопросы. Говорят, что до конца жизни он сохранял ясность ума. Он мог часами рассуждать о звездах, о числах, о поэзии. И даже в старости его не покидало чувство иронии и легкости. Есть легенда, что Хайям предчувствовал свою смерть. Однажды он сказал ученикам: «Моя жизнь подходит к концу. Я хочу встретить смерть так же, как жил, с книгой в руках». В тот день он сидел за чтением метафизики Аристотеля. Он сделал заметку на полях, закрыл книгу и сказал: «Все. Это моя последняя мысль». После этого он совершил омовение, прочел молитву и лег на постель. И больше не встал. Омар Хайям умер в 1131 году в Нишапуре. Ему было около 83 лет. Он ушел тихо, без пышных похорон, без громких речей. Но его уход совпал с тем образом, который он оставил в своих книгах. Смерть как часть жизни, естественная и спокойная. За несколько лет до смерти он сказал: «Похороните меня там, где весной ветер будет осыпать мою могилу цветами». Его похоронили в саду, возле мечети, где росли фруктовые деревья, и каждую весну лепестки падали на его могилу. Так исполнилось его собственное пророчество. Смерть Хайяма не вызвала большого шума. Для богословов он был скептиком, которого лучше не вспоминать. Для властей – ученым, потерявшим влияние. Но в народной памяти он остался живым. Его рубаи продолжали читать и переписывать. Люди рассказывали истории о его мудрости и остроумии. В его рубаи смерть часто появляется как тема. Он говорит о ней без страха. «Не бойся смерти, она не страшнее сна. Мы уходим туда, где нет ни боли, ни тревог. Зачем бояться того, что неизбежно? Лучше радуйся тому, что жив сейчас». Он воспринимал смерть как часть гармонии и ушел так, как и жил, спокойно и мудро. Образ Хайяма в старости – это образ мудреца, который нашел равновесие между наукой и поэзией, между сомнением и верой. Его смерть стала не концом, а продолжением,
началом его посмертной славы. Ведь именно после смерти его рубаи начали жить особенно активно, распространяясь по всему Востоку. Так завершилась жизнь Омара Хайяма, но его история не закончилась. После смерти он стал еще более знаменитым. Его стихи и легенды распространились по Персии, его имя стало символом мудрости и свободы. Омар Хайям умер в 1131 году. Но смерть не поставила точку в его истории. Наоборот, началась новая жизнь, жизнь посмертная. Его рубаи продолжали ходить по рукам, его имя звучало на улицах и в садах. Именно после смерти Хайям стал народным мудрецом, символом свободы и вечного вопроса. Рубаи Хайяма переписывались вручную, они попадали в собрания стихов, смешивались с другими четверостишьями. Порой трудно было понять, где настоящий Хайям, а где народное творчество. Но это не мешало. Напротив, это делало его образ еще более живым. Каждый чувствовал, что может добавить свою мысль к мудрости Хайяма. Эта его поэзия стала частью народной культуры. Для простых людей Хайям был поэтом, который говорил с ними на их языке. Он говорил о радости и боли, о вине и любви, о жизни и смерти. В отличие от богословов, он не прятался за трудными словами. «Живи сейчас, не откладывай на завтра. Кто видел завтра? Оно лишь мечта. Сегодня у нас есть вино и друг, и этого довольно для счастья». Такие строки понимал каждый, поэтому его рубаи жили и в домах ремесленников, и в палатах вельмож. Особую роль в сохранении Хайяма сыграли суфии, мистики ислама. Они видели в его строках не только скепсис, но и скрытый символизм. Для них вино означало божественную любовь, чаша – сердце, виночерпий – сам Бог. Поэтому многие рубаи читались как суфийские притчи. «Я пью вино, но вино – это свет, что льется в душу из рук Всевышнего. Я пьяный не от чаши, а от любви, что наполняет мир и делает меня живым». Так Хайям оказался вписан в традицию мистического ислама. Но не все были согласны. Одни видели в нем святого мудреца, который через поэзию говорил о Боге. Другие считали его скептиком, даже атеистом. Третьи утверждали, что он был просто насмешником и любителем вина. Этот спор продолжается до сих пор. Но именно он сделал Хайяма фигурой загадочной и многогранной. На Востоке Хайяма часто ставили рядом с другими великими поэтами – Рудаки, Саади, Хафиз, Руми. Но его стиль был особым. Если Руми писал о любви к Богу, Саади о морали, Хафиз о красоте и страсти, то Хайям писал о мгновении, о радости жизни, о сомнении. Он был ближе к простому человеку, чем многие из них. В народной памяти он продолжал жить как герой историй и притч. О нем рассказывали новые анекдоты, придумывали новые рубаи. Иногда в них он спорил с имамами, иногда смеялся над султанами, иногда давал мудрый совет юноше. И каждая такая история укрепляла образ Хайяма как народного мудреца. Некоторые суфийские ордена даже использовали его рубаи в своих собраниях. Они пели их под музыку, воспринимая как духовные гимны. Для них слова Хайяма были не скепсисом. Некоторые суфийские ордена даже использовали его рубаи в своих собственных собраниях. Они пели их под музыку, воспринимая как духовные гимны. Для них слова Хайяма были не скепсисом, а способом приблизиться к Богу через радость и свободу.
Таким образом, Хайям стал частью духовной практики Востока. С течением веков его образ не мерк. В XIV, XV, XVI веках его рубаи продолжали переписывать и цитировать. В Персии и Индии они стали символом вольнодумия и мудрости. Даже когда власти пытались забыть или замолчать Хайяма, народ продолжал хранить его истории. Его слова жили дольше, чем любые запреты. Можно сказать, что на Востоке Хайям стал зеркалом, в котором каждый видел свое. Суфий – мистическую истину, скептик – вызов догме, поэт – красоту формы, простой человек – радость мгновения. Именно эта многослойность сделала его вечным. Так Хайям жил после смерти, в стихах, в легендах, в суфийских песнях и народной памяти. Но его слава не остановилась на границах Востока. В XIX веке Европа открыла для себя рубаят Омара Хайяма. И тогда его имя зазвучало на весь мир. На Востоке имя Омара Хайяма жило веками, но его мировая слава началась неожиданно, в Европе XIX века. И виновником этого стал человек, который сам не подозревал, что создает шедевр – Эдвард Фицджеральд и рубаят. В 1859 году английский поэт Эдвард Фицджеральд опубликовал перевод рубаи Омара Хайяма. Это была не строгая академическая работа. Фицджеральд брал рукописи, сравнивал разные версии и переводил их свободно, порой перефразируя, порой складывая несколько четверостишей в одно. Но именно эта свобода сделала рубаят настоящим шедевром. Викторианская Англия, уставшая от морали и ханжества, вдруг услышала голос персидского поэта, который говорил: «Живи здесь и сейчас, пей вино, радуйся жизни, не верь пустым обещаниям загробного мира». Книга быстро завоевала популярность. Ее читали писатели, философы, художники. О ней говорили в салонах Лондона и Парижа. Хайям стал символом восточной мудрости и вольнодумия. Для европейцев он был не ученым и астрономом, а поэтом, который смеялся над догмой и призвал к радости жизни. Викторианская эпоха была строгой, пуританской, и поэтому Хайям стал для нее своеобразным бунтовщиком, голосом свободы. Влияние рубаята распространилось далеко за пределы литературы. Его цитировали в романах и пьесах. Композиторы писали музыку на его стихи. Художники создавали иллюстрации и картинам по мотивам рубаи. В 20 веке рубаи Хайяма стали частью массовой культуры. Они появлялись в фильмах, в песнях, в популярных книгах. Его слова украшали открытки и постеры. Но вместе с популярностью возникли и споры. Сколько четверостиший действительно принадлежит Хайяму? Ученые спорят до сих пор, от 200 до 600, а может быть и меньше. Остальные – это народные стихи, которые позже приписали ему. Но для читателей это не имело значения. Важен был дух этих строк, дух сомнения, радости и свободы. На Востоке Хайям оставался сложной фигурой. Для одних ученым, для других еретиком, для третьих мудрецом. На Западе он стал поэтом-гедонистом, философом вина и наслаждения. Таким образом, образ Хайяма раздвоился. В разных культурах он жил разными жизнями. И в этом тоже заключается его тайна. Сегодня имя Хайям известно во всем мире. Его цитаты можно встретить в интернете, на стенах кафе,
в книгах и в фильмах. Но важно помнить, за популярными строками стоит не только поэт, но и ученый, математик, астроном, философ. Человек, который создал календарь, опередивший свое время. Человек, который решил уравнения, предвосхитившие открытие европейской науки. И одновременно поэт, который говорил: «Мир огромен, но все, что у нас есть, это этот миг. Берегите его, радуйся ему, живи в нем». Почему же Хайям так популярен сегодня? Потому что он универсален. Он не принадлежит ни одной религии, ни одной идеологии. Он принадлежит человеку вообще. Каждый может найти в его словах что-то свое. Философ – сомнение и поиск истины. Влюбленный – радость мгновения. Скептик – вызов ханжан. Мистик – символику божественной любви. Именно поэтому Хайям остается современным спустя 1000 лет. Омар Хайям умер почти 1000 лет назад, но его слова живут. Они пережили империи, религиозные догмы, смену эпох. Сегодня, когда мы читаем его рубаи, мы слышим голос человека, который жил в XI веке, но говорил о том, что близко нам и сейчас. Живи моментом, люби, сомневайся и помни, все проходит, кроме слова. И в этом бессмертие Омара Хайяма.